Приветствую, земляне! У микрофона Планета, и это новый ролик по игре Watcher of Realms. В данном ролике я хочу подвести итоги 33-дневного фарма клан-босса, а именно бездну 1, обсудить с вами дроп, что конкретно выпало мне. Понятное дело, что на статистику это сильно так не повлияет, так как выборка в формате одного аккаунта, но на своем примере покажу, что может давать бездна, и уже в конце попытаемся все-таки понять, стоит ее фармить или нет. И все это после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Ну и вот, собственно, переходя в бездну, мы видим, у нас здесь есть 5 сундуков. Понятное дело, что все наградки, которые у нас здесь представлены, вы можете посмотреть. Напоминаю сразу, что у нас есть градации 5000 крови, 12 тысяч крови, 22 тысячи крови, 35 и 60. То есть, соответственно, это будет обычный сундук, редкий сундук, по-моему, эпический сундук, легендарный и мифический. Сразу скажу, что обычный сундук дропа нету, потому что я не фармил и не бил босса на 5000 крови. Поэтому мы будем с вами смотреть статистику моего дропа с 4 сложностей. Поэтому давайте сразу же переключимся на табличку. Я сделал вот такую вот Google таблицу. Ссылку на нее оставлю в описании, если вам будет интересно посмотреть, ну, более детально поизучать. Поэтому просто с вами сейчас обсудим. Вот как раз я и говорил, редкий сундук, эпический, легендарный и мифический. То есть 14 раз я получил награды, двойные награды. Да, мы 33 дня убиваем бездну. И вот с самого первого убийства я начал вести статистику. То есть 12 тысяч крови я бил 14 раз, 22 тысячи крови я бил 7 раз, 35 тысяч крови я бил 10 раз и 60 тысяч крови я бил дважды. Хорошо, давайте посмотрим на редкий сундук, то есть 14 сундуков, 14 дней по 2 сундука, то есть 28 сундуков открыто. Получил 360 энергии, 2 синих кристалла, 1 банку энки, 20 эпических монет. Да, сейчас в принципе эти эпические монеты, ну хотя их больше получаем мы с продажи эпических героев уже выше 5-й пробуды. Но, тем не менее, завозят в магазин демонов за эту валюту. И почему бы и нет, там плюс-минус когда-нибудь за полгодика что-нибудь на 50 частиц какого-нибудь эпического демона и хватит. 1 эпическая пробуда, 3 осколка легендарного кристалла навыков. Да, именно 3 штучки осколка. Не 3 навыка, а 3 осколка. 8 осколочков 5-звездочного медиума, и как мы видим, в 2,5 раза больше дроп получается. И 6 осколков сакрального осколка, 6 частичек древнего осколка, 1000 рубинов, довольно-таки неплохо. Легендарные вот эти вот жетоны пробуждения 0, 1 легендарный камень навыков, 3 медиума. Ну, как вы видите, в принципе, оно так и получается, что в 2 раза, ну, тут дроп разнится. То есть, как будто бы шанс на 5-звездочного медиума выше, чем на легендарный кристалл призыва в 2 раза, в 2,5 раза. 0 сакралов, 0 древних, 1 грубая пробуда. Да, с 12 тысяч крови выпала 1 грубая пробуда, ни одной универсальной пробуды, 13 шмоток. То есть, ну, проводя такую аналитику, такое ощущение, что на саму мифическую шмотку, вот эту Т2, там падает прилив сил, рёвы и так далее,
здесь шанс, такое ощущение, что выпадение конкретно именно в красном слоте, так как написано в самом клан-боссе, если давайте мы сейчас вернемся на секундочку. Вот, у нас здесь написано. Чтобы получить сундуки с наградами, открыв сундуки, вы получаете несколько, 3 случайных предмета. И также можете получить демонов-солдат. Ну, демонов-солдат я не считал, потом уже в конце покажу, что конкретно мне упало, там не особо много чего. То есть 3 случайные награды в каждом сундуке, но стабильно в одном сундуке, стабильно, да, не говорю, что прям во всех, но стабильно выпадает шмотка. И такое ощущение, что на эту шмотку вот как раз таки где-то 95 там плюс-минус процентов шанс, что именно она вам рольнет, и она все время падает. Ну, не знаю, штучки 2, наверное, 3 шмотки я сохранил, и, ну, такие неплохие шмотки еще и точнулись хорошо. Ну, это уже повезло. Тлеющая ткань и какая-то там чешуя. Вот у нас 150 частичек чешуи и 75 тканей. Частичек древнего укрепления для древних шмоток 0. Частичек универсальных пробуд артефактов 0. Частичек обычных укреплялок 0. 1 золотой слиток и 0 частиц молотка. Дальше. 7 сундуков эпических, то есть 14 сундуков, 7 раз я бил, 14 сундуков мы получили эпических за 22 тысячи крови, получили 230 энки, получил 3 синих осколка, уже видим, чуть-чуть шарики получше стали падать, 0 банок энки, не скажу, что я расстроился, 10 вместо 20 уже эпических. Ну, такое ощущение, что вот именно дроп вот этого вот всего, ну, я не скажу, что это говно для кого-то, но тот, кто будет бить бездну, точно не хочет получать эпические жетоны и эпические пробуды. По нулям здесь 0 частичек легендарного камня навыков, 4, уже в 2 раза меньше, 4 частички 5-звездочного медиума. Был бы счастье, если бы вообще не падали. 2 частички сакрала, 2 частички древних, 600 рубинов. Ну, тут как будто бы и в 2 раза меньше, чем за 12 тысяч крови я отфармил, поэтому, ну, не мудрено. Думаю, даже больше было бы, чем 1000. 0 легендарных вот этих вот жетонов пробуждения. 2 кристалла навыков легендарных. Это классно, спасибо. Спасибо, что уже вместо 3 1 5-звездочный медиум, 0 сакралов, 0 древних. И здесь мне выпала одна грубая и одна универсальная пробуда за сундук 22 тысячи крови. То есть 33 дня, одна грубая и одна универсальная. Ну, честно, это круто, потому что я за все время, это моя 3-я универсальная пробуда за 556 дней игры. Ну, как будто бы многообещающие, да, пишите, кстати, в комментариях, нормально это за 33 дня получить универсальную пробуду. 6, тоже вы видите, на 1 меньше, чем дней отбито, то есть 6 дней, 7 дней, 6 шмоток, да, 95, там, 96% шанс. 30 чешуй, 90 тканей, по нолям укреплялки древние, укреплялки обычные тоже по нолям, универсальные артефакты 0, 2 слитка и 12 частичек молотка. Приятно по поводу молоточков, да, их очень сильно не хватает. Было бы неплохо побольше лутать, а было бы классно вообще, чтобы молоток целый падал там в золотом сундуке, было бы и неплохо. Дальше. Сундук за 35 тысяч крови, 10 дней фарма, 20 сундуков, 160 энки, еще меньше. Но здесь сундуков-то больше. 4 синих осколка, 0 банок, 0 жетонов эпических, 1, мать ее, универсальная эпическая пробуда. Уже хотел и грубо ее назвать, какой только не хотел. 3 частички кристалла навыков легендарных, 4 частички медиума 5-звездочного, 4 частички сакрала, 4 частички древних и 1000 рубинов, алмазов. Также снова по нолям. Такое ощущение, что такой шанс, как будто бы на грубую или на универсальную пробуду вот этих вот жетонов пробуждения. Ну, их там падает по 5 штук, поэтому тоже, в принципе, не сильно расстроился, что не падают.
Камней навыков легендарных 0 выпало. 2 медиума 5-звездочных. Это пипец. Целых 3 сакрала. Ну, неплохо, но сам шар этот ненавижу, поэтому вообще пофиг. 3 эпика считаю, что пришло. 0 древних, 0 пробуд грубых, 0 пробуд универсальных. И также снова на 1 меньше, чем дней фармлю. 9 шмоток. 40 тканей. Вернее, 40 чешуи и 200 тканей. Ну, как-то так вот рандом прокнул. Все так же вот эти укреплялки и универсальные пробуды артефактов по нолям. 4 золотых слитка, там их уже почти 100 штук. Напишите в комментариях, сколько у вас вот этих слитков, тратите ли вы их вообще. 0 частичек молотков. Дальше. Ну и последний мифический сундук за 60 тысяч крови. У нас здесь всего 2 дня фарма. Получается 4 сундука. По 4 награды с каждого сундука. 130 энки. По нолям синих. 0 банок, 0 жетонов. 1 пробуда эпическая универсальная. Блин, капец. По частичкам легендарных камней навыков 0. Так же, как и медиумов 5-звездочных 0. 3 частички сакрала. 6 частичек древнего. 0 рубинов. Или же алмазов. Почему-то с рейда называю их все время рубинами. Но на алмазы они не похожи. Рубины ж красные. Дальше. Жетоны пробуждения по нолям. Камни навыков и медиум 5-звездочный 0. 1 сакрал выпал. Также 0 древних. 0 пробуд, что грубых, что универсальных. 2 шмотки, 2 из 2 попадания 100%. По 40 тканей чешуи. И все остальное здесь вот по нолям. И в итоге за 33 дня я получил 880 энки, 9 синих, 1 банку энки, 30 эпических жетонов, 3 пробуды для эпиков, дальше 6 частичек кристалла навыков легендарного, 16 частиц 5-звездочного медиума, 15 частиц сакрала, 18 частиц древнего осколка, 2600 алмазов, 0 жетонов легендарных, 3 камня навыков, 6 5-звездочных куриц, 4 сакрала, 0 древних, 2 грубые пробуды и 1 универсалка. Ну, здесь получается из 33 дней 30 шмоток, 260 чешуи, 405 ткани. Здесь вот все по нолям, эти укреплялки и универсальные пробуды. 7 золотых слитков и 12 молотков. Земляне, дабы наполнить видос еще более такой смысловой нагрузкой, давайте расскажу о некоторый такой лайфхак. Короче, если обратили внимание, то я изначально фармил 12 тысяч крови, а потом я плавно перешел на 22-35 тысяч крови, но 35 я все равно бью за 2 ключа, и вообще сейчас я перешел на 22, потому что, судя даже по статистике видоса, вы видите, что, ну, оттуда чаще падают пробуды. Ну, по крайней мере, так мне чаще выпало. В общем, первый момент, это мне выпал Салкаденс, но он без пробуды. Второй момент, я просто чуть-чуть по-другому стал прожимать Кигири. Давайте покажу, о чем идет речь. Сейчас на ваших экранах будет описание навыков Кигири, и если вы его прожимаете в первые 3 секунды каста, он получает урон, он наносит, ну, на порядок больше урона, чем он бы нанес, если бы триггернуть его ульту после 3 секунд. И теперь давайте о чем, собственно, речь. Выставляю Кигири, просто обмажу его сейчас хилами, чтобы он не отъехал, и давайте смотреть. То есть сейчас нам надо обратить внимание на пол. Вот видите, вот эти вот сияние такое. Сейчас еще один раз оно будет, и вот мы на нем остановимся. Вот эти вот трещинки и пара вот этот, они наносят урон. Каждые 5 секунд эти трещинки образовываются, и нам вот желательно, если вот вы видели уже, что кастуется эта трещина, не прожимайте Кигири, дождитесь, когда она закончится,
Посчитайте там 2 секунды хотя бы и можете прожимать кигири, и тогда ваш урон от его ульты максимизируется. Вот видите, вот оно прошло, считаю 2 секунды, ультую, сейчас снова она бах и триггернулась. Все, хоп, кигири пошел, 177 тысяч крови нанес, ну и собственно так и делаем. И также само отыгрывать можно во время щита, то есть босс во время щита перестает наносить урон. И чтобы кигири максимально хорошо вошел в этот щит и помог вам его пробить с максимальным КПД, смотрите на вот эти трещинки на полу. И ваш урон однозначно вырастет. Я вот начал такое вот делать, и у меня урон что-то поднялся той же самой пачкой, которая вот у меня видос, где я бил через странников и кошмар. То просто из-за того, что я начал по-другому прожимать кигири, у меня урон поднялся на 1500-2000 крови в сумме за весь бой с бездной. Земляне, вот такой вот статистический видос в формате моего аккаунта решил для вас записать. Пишите в комментариях, как вам формат, и есть идея вообще сравнить бездну с 4-м и 3-м клан-боссом за месяц. То есть своим дропом с бездны я делюсь в своем телеграм-канале, так что подписывайся, ссылка на него в описании, и QR-кодик здесь уже вы видите там в углу видоса. Так что подписывайтесь, там я делюсь дропом, там вы можете видеть наглядно, что с каждого сундука выпадает. В данную характеристику дропа не попали всякие банки опыта и золота, ну потому что как будто бы особо там нечего и считать. Ну и проанализировав табличку, мое личное мнение, что я вот сейчас пока буду такое хорошее количество времени фармить сундук за 22 тысячи крови, смотреть на этот дроп, и вот реально складывается впечатление, что 22 за 35 тысяч ничего не скажу, потому что за 10 дней получения сундуков не сказать, чтобы прям много чего выпало, но вот за 22 тысячи крови я вот прям доволен. Пишите в комментариях, что вам падает с бездны, какой сундук вы забираете и как давно вы начали его фармить. Интересно сравнить ваш дроп и мой дроп. Может быть, это у меня радужно, а может я наоборот неудачник, мне ничего не падает с 35 тысяч, а кому-то, вот, к примеру, из вас 35-тысячный сундук насыпает, прям так насыпает. Давайте делиться, и у нас будет, в принципе, общая картина. Но я скажу от себя лично, что бездну стоит фармить, к ней стоит стремиться, потому что с 3-го и с 4-го кошмара, даже вот так вот в сравнении сам смотрю, ну там капец, жесть. То есть падает тоже такая фигня, не знаю с чем связано, открутили дроп, там не открутили, чтобы специально на бездну перейти, это уже так из разряда каких-то теорий заговора, но то, что бездна по дропу намного лучше, это вот true. И еще забыл добавить, за период вот этих вот 33 дней мне выпало 16 частиц утробы. 16. Как бы, камон, круто, это хорошее число именно мифического демона-капитана. Поэтому, если вы играете ГВГ, вам однозначно надо присмотреться к бездне, и вы по-любому, наверное, его фармите, если вы играете ГВГ. Но если вам понравился видос, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Огромное вам спасибо за поддержку. Телеграм-канал уже озвучил, QR-код, ссылка в описании. Подписывайтесь, всех жду. И с вами был Планета. Играйте в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся, и пока-пока.